Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. История начинается с войны между королевством Брун и королевством Штет. Главный герой этого аниме — дворянин по имени Тигре Вурмут Ворн, солдат Брюн. Затем к Тигре пришел дворянин по имени Сион. Он действительно недооценил Тигре, потому что тот мог использовать только лук. Затем началась битва, но армия королевства Брюн потерпела поражение. И если вы не понимаете, что здесь вообще происходит, то не волнуйтесь, я тоже. К счастью, Тигре был еще жив и увидел могущественную женщину-рыцаря. Именно тогда он намеревался победить ее, используя свои стрелы. Хотя ему удалось нокаутировать двух воинов, он был загнан в угол, потому что у него закончились стрелы. Женщину-рыцаря звали Элеонора Вилтария, и Элеонора хотела сделать Тигре своим. Наверное, в прямом смысле этого слова. Тигре был доставлен в царский дворец Зектада в качестве пленника. Тогда Элен попросила узнать о Тигре огромный выкуп. Тигре официально стал бы собственностью Элен, если бы они не выплатили деньги в течение 50 дней. После этого Тигре предложили показать свои навыки стрельбы из лука, но он не захотел. Неожиданно на Элен напал преступник. Поскольку он намеревался сбежать оттуда, Тигре немедленно парализовал ему ногу, используя его навыки стрельбы из лука. Увидев это, все были очень удивлены, потому что способности Тигре были экстраординарными. После этого женщина-рыцарь по имени Лималиш объяснила, что Элен понравилась стрельба из лука, поэтому Элен хотела сделать его своим. Элен также хотела показать способности Тигре всем солдатам, чтобы они знали это. Во время предыдущей битвы армия Элен насчитывала всего 5000 человек, тогда как королевство Брюн 25 тысяч. Но армия Элен легко выиграла эту войну за полдня. Это произошло потому, что многие войска из королевства Брюн бежали как трусы после смерти принца Регнаса, поэтому Элен также убила трусов, ушедших с поля боя. Но Элен была поражена, когда встретила Тигре, потому что он храбро сражался с ней в одиночку. Поэтому Элен заинтересовал Тигре, и она предложила ему служить ей и воздавать должное как королевской семье. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Однако он отказался, поскольку у него был регион Эльзас, где он жил. Еще был рыцарь по имени Рюрик. Он чувствовал себя виноватым за свои действия, поэтому извинился и сбрил все волосы. Странный способ извинения. Мало того, некоторые из слуг были поражены способностями Тигре. Однако ночью пришел друг Тигре и сказал, что его территория подверглась нападению дворян Тенардье. Ну и имена, конечно. Услышав это, Тигре намеревался пойти туда, но Элен остановила его. Глава дворянского рода Тенардье Феликс Аарон попросил Сиона атаковать территорию Тигре с использованием двух драконов для захвата контроля над территорией. С другой стороны, Тигре, который хотел вернуться на свою территорию, был остановлен Элен. Она сказала, что он умрет, если пойдет один, и поэтому Элен не отпустила его. Тогда Тигре попросил Элен одолжить часть ее войск. Услышав это, Элен рассмеялась. Неожиданно, но она приняла его просьбу. Тем не менее, взамен Тигре пришлось передать ей власть над территорией. Чтобы защитить ее, Тигре согласился, что войска Элен будут сражаться против знати королевства Брюн. Тогда они направились туда с 1000 войском, тогда как войска противника насчитывали 3000 человек, и они даже использовали в бою двух драконов. С другой стороны, слуга Тигре Тита помогла жителям немедленно эвакуироваться в безопасное место. К сожалению, когда армия Сиона прибыла в город, жителей уже не было. Сион решил отправиться в дом Тигре и встретил Титу, которая ждала прибытия Тигре. Увидев красивую девушку, он захотел сделать что-то, что я не могу сказать. В этот момент Тигре прострелил стрелой руку Сиона. Благодаря этому Тита была спасена, но внезапно кто-то намеревался убить Титу. К счастью, Тигре смог очень быстро победить этого человека. Поскольку его лук был уничтожен, Тигре во время битвы использовал черный лук своего отца. Спустя несколько мгновений им удалось разгромить войска Сиона в городе, но битва еще не закончилась, и у вражеских войск все еще оставалось 2700 человек и 2 дракона. Несмотря на численное превосходство, Элен и Тигре сражались с ними на передовой. Ветряной меч Элен может легко отразить все стрелы врага, в то же время Тигре отражал атаки своего противника, используя свои стрелы. Затем появился земляной дракон. В то же время армия Лималиши готова помочь, чтобы Элен могла начать свою последнюю атаку на дракона. В конце концов, дракон был побежден всего лишь одной атакой.
Таким образом, они одержали верх в битве и даже заставили Сион так испугаться, что ему захотелось уйти от войны. К сожалению, Сион не смог спастись, потому что армия Элен с Тигре прибыла раньше. Тогда Сион вызвал Тигре на поединок, и он с радостью принял вызов. Тигре использовал лук, а Сион копье. Неожиданно Тигре смог пробить щит Сиона и заставить его плакать от страха. Сион тут же убежал, воспользовавшись небесным драконом. В то же время его черный лук просил Тигре атаковать дракона. В конце Сион и его дракон были побеждены. После битвы все было хорошо, но затем Элен попросили вернуться в столицу королевства Зектат. С другой стороны, Феликс приказал гильдии убийц убить Тигре после их поражения в предыдущем бою. Мало того, Феликс также попросил 7 воительниц встретиться с Элен позже. Элен встретилась с королем королевства Зектат, и король рассердился, потому что Элен провела предыдущую битву без согласия короля. Затем на встречу с королем пришла Софья Бертас. Софья пыталась успокоить короля. Потом была еще одна воительница по имени Лурье. После этого Софья объяснила, что предки Лурье имели отношение к дворянам Тенардье, имена, реально, нельзя было попроще придумать. Софья также посоветовала Элен быть осторожной, потому что была вероятность того, что Элен столкнется с Лурье позже. С другой стороны, Тигре планировал сразиться с дворянами Тенардье, поэтому он отправился в поисках помощи других дворян, чтобы выиграть битву против Тенардье. Затем Тигре снова встретил Элен. Элен также объяснила, что в королевстве Зектат было 7 девушек-воительниц. Кроме того, дворяне Тенардье могут позаимствовать силу 7 военных девиц, если они смогут дать награду королевству Зектат. После этого к ним неожиданно пришла Лурье и сказала, что она окажет помощь дворянам Тенардье. Позже они столкнулись с гильдией убийц, и хотя Лурье смогла победить преступников, Лималишу отравила змея. Увидев это, Тигре быстро помог ей удалить яд очень интересным способом. После этого они бросились в ближайший город, чтобы вылечить Лималишу. Благодаря ранее оказанной Тигре помощи Лималиша смогла выздороветь быстро. Прежде чем продолжить путь, они расслабились, побродив по рынку. Тем не менее, Элен стала ревновать, потому что Тигре всегда был добр к Лурье. К сожалению, их отношения не смогли сложиться хорошо, поскольку она намеревалась напасть на их войска. Хотя первый бой закончился в ничью, во втором бою Лурье одержала верх, потому что ее войскам удалось захватить замок в заснеженных горах. Войскам Элен и Тигре стало трудно вести там бой, однако у Тигре был план, как это преодолеть. Он замаскировался, используя плащ, чтобы найти безопасный способ приблизиться в замок. Неожиданно Тигре встретил там Лурье. К счастью, Тигре надел плащ, поэтому она его не узнала. Ночью они провели время вместе. В этот момент ей стало спокойнее и веселее, когда она была с Тигре. Тогда она рассказала ему, что была вынуждена помогать дворянам Тенардье в бою. Лурье они не нравились, но ее предки были родственниками дворян Тенардье. Поэтому ей ничего не оставалось, как помочь им, хотя она и не хотела бороться со своими друзьями. После этого они разошлись. Благодаря встрече с Лурье, Тигре нашел способ добраться до замка. Однако она уже укрепила оборону, когда они хотели атаковать замок. Тогда Тигре захотел повзаимствовать силу ветрового меча Элен, чтобы разрушить ворота замка. Они встретили Лурье, и Элен тут же начала бой с ней. Но вдруг член гильдии убийц захотел напасть на Лурье, а Тигре немедленно защитил ее и остановил атаку убийцы. Увидев его навыки стрельбы из лука, Лурье убедилась, что человеком в плаще раньше был Тигре. Поскольку Тигре спас ее, Лурье сделала ему подарок. Тигре также попросил Лурье быть нейтральной стороной, чтобы она не принимала чью-либо сторону, когда Тигре позже сразится против дворян Тенардье. И она приняла просьбу Тигре. Однако знать Тенардье воспользовалась королем Брюном, чтобы послать непобедимого черного рыцаря по имени Роланд. Зная, что их противник на этот раз силен, Тигре и остальные попытались усилить их боевую мощь. Когда Тигре захотел отдохнуть у реки, внезапно появился крошечный дракончик, принадлежащий Элен, из-за чего Тигре упал в реку. В то же время Софья пыталась поймать дракона, но вместо этого упала к Тигре. Элен также была там и видела, как они весело проводили время. После того, как Софья объяснила причину своего приезда, оказалось, что она везет послание из королевства, что благородный статус Тигре был лишен королем Брюне. Тигре считался мятежником из-за того, что он ввел в страну другие королевские войска. Мало того, Софья рассказала и о других воительницах. У Элизабет были хорошие отношения с Тенардье. Валентина была далеко от королевства Брюна, а Ольга путешествовала. Последней боевой девушкой была Саша, но она была нездорова. Кроме того, было показано, что королевские войска во главе с Роландом направляются к ним. Король приказал Роланду уничтожить мятежников, а именно Тигре. И так они были вынуждены сражаться против Роланда. Во время битвы Элен с трудом сражалась с Роландом. К счастью, Тигре удалось увести оттуда Элен и даже парализовать лошадь Роланда. Но, к сожалению, Тигре был серьезно ранен в результате нападения Роланда. Зная это, Софья помогла сдержать войска, чтобы Элен могла безопасно забрать Тигре. Успешно выиграв время для Элен, Софья немедленно ушла. Затем было показано, что Феликс и Ганилон,
контролировали короля, чтобы они могли послать королевскую армию с Роландом на поле битвы. Тогда одному из друзей Тигре, Машасу, удалось проникнуть во дворец короля Брюне. Было видно, что король был психически нездоров после смерти принца. Феликс воспользовался ситуацией, чтобы контролировать короля, и смог отдавать приказы королевским войскам. Тигре пришел в себя, и тогда его черный лук попросил Тигре кое-куда пойти. Тигре и Тита немедленно направились туда, куда хотел черный лук. Они прибыли к загадочным руинам. Войдя туда, сознание Титы было захвачено богиней тьмы и смерти. Затем богиня сказала, что передаст свою силу Тигре, если он сможет запустить стрелу в Титте. Тигре уверенно принял вызов и вложил всю силу в стрелу. Стрела разбилась еще до того, как попала в Титту. Увидев это, богиня признала решимость Тигре, и он получил силу от богини. После этого Тигре бросился на поле боя. С другой стороны, Эллен, Софья и остальные пошли в бой и снова столкнулись с Роландом. Софья использовала свою силу, чтобы помочь Эллен в битве с Роландом. Несмотря на то, что Роланд пострадал от последней атаки Эллен, он выжил. Тогда Тигре пришел к ним. В то же время Роланд усомнился в предыдущих приказах короля и начал подозревать, что кто-то влиял на короля. Несмотря на это, битва продолжалась, но на этот раз Тигре будет сражаться с Роландом. Роланд впервые признает свое поражение после мощной атаки Тигре. В конце концов, армия Тигре с Эллен выиграла битву. После битвы Роланд намеревался встретиться во дворце с королем Брюне. В то же время Эллен попросили вернуться в королевскую столицу Зектат. Появилась новость, что резиденция военного командира Саши подверглась нападению других военных. Поскольку Эллен дружила с Сашей, она отправилась туда, чтобы защитить ее резиденцию. Когда Роланд направился в королевский дворец, Ганилон запер его в комнате со смертоносными пчелами. И в конце концов Роланд умер стоя. Услышав о смерти Роланда, Феликс очень рассердился на Ганилона. Роланд – сильнейший рыцарь королевства Брюн, и его смерть ослабит боевую мощь королевства. Поэтому королевство Муазинель, знавшее об этом, начало атаковать границы королевства Брюн. Они использовали эту возможность, чтобы захватить королевство Брюн. Тем временем Тигре обдумал свой следующий план противостоять всем врагам и защитить свою территорию. Перед своей смертью Роланд оставил оружие Дюрандаль Тигре в качестве доказательства того, что Роланд доверял ему полностью. Несколько дней спустя Тигре повел свои войска на разведку сил противника. Затем он увидел, что там была женщина, которую преследовали. Тигре спас ее и доставил в безопасное место. Затем последовала первая битва против армии Муазинеля. Благодаря предыдущей разведке армия Тигре смогла легко выиграть эту битву, поэтому им удалось снизить боевую мощь противника. Тогда войска Тигре решили пойти лицом к лицу с войсками противника, и руководство противника сильно недооценили навыки стрельбы из лука Тигре. Тигре также хотел доказать свое мастерство, выстрелив в голову противника издалека. Поскольку лидер врага был побежден, они легко выиграли битву и спасли население Брюн. К сожалению, туда все еще направлялись 3000 основных сил противника, что затрудняло задачу для Тигре, потому что они были измотаны. К счастью, пришла Лурье и была готова помочь войскам Тигре. Раньше Эллен и Лурье всегда ссорились, но воин по имени Саша пришла остановить их ссоры. Способности Саши сильнее, поэтому они очень уважают ее. Но через несколько лет Саша внезапно заболела и ее парализовало. Затем Эллен встретила Сашу на своей территории. Она объяснила, что войска принцессы по имени Элизабет намеревались напасть на ее территорию. Поскольку Саша не могла выйти на поле боя, ей оставалось только попросить помощи у Эллен бороться с Лизой. Тигре же сумел выжить в битве благодаря помощи Лурье. Она и ее армия помогут Тигре, но взамен он должен показать свою силу, чтобы разрушить ворота замка. К сожалению, Тигре не смог этого показать, поскольку еще не овладел этой силой. Несмотря на это, сотрудничество с Лурье прошло гладко. Далее началась битва между войсками Елены и Лизы. Эллен и Лиза сразились. Хотя их сила была одинаково велика, к счастью, Эллен сумела победить Лизу. Лиза решила вывести свои войска, потому что ее задача лишь отделить Эллен от Тигре. Мало того, Лиза сказала, что дворяне Тенардье и дворяне Ганилон начали мобилизацию своих войск в королевстве Брюн. Даже войска королевства Муазинель направлялись в королевство Брюн, поэтому Лиза посоветовала Эллен немедленно отправиться туда. Они также заключили с Лизой перемирие сроком на 1 год. Эллен приняла бы это, если бы Лиза сначала извинилась перед Сашей. В конце концов, битва завершилась мирно. После этого Эллен и ее войска направились прямо к дому Тигре, пока Лурье и Тигре обсуждали стратегию в бою против войск Муазинеля. Войска Муазинеля насчитывали 40 000 человек и были разделены на 7 групп. Их войска были измотаны после предыдущей битвы, поэтому им пришлось победить всех врагов в одном бою.
Тигре и Лурье удалось обмануть вражеские войска в начале боя. Благодаря этому они смогли разгромить одну группу войск противника. Однако командующий Курейс приказал окружить их 3 группами войск. Напротив, остальные окружили горы, где находились люди. Даже Курейс решил держаться подальше от поля боя, чтобы избежать смертельной стрелы Тигра. Лурье и Тигре пришлось защищаться от превосходящей армии. К счастью, пришло подкрепление, и 5000 солдат были готовы подчиняться приказам Тигре. Мало того, на поле боя направились и 3000 воинов под предводительством Машаса. Узнав об этом, Курейс решил вывести оттуда свои войска. Загнанный в угол Курейс решил вернуться в свое королевство. Он также распространил информацию о том, что боевые способности Тигре превосходят Роланда. Информация распространилась так быстро, что Тигре получил прозвище Сильвраж, человек, который может стрелять звездами. Битва была выиграна армией Тигре, поэтому они могли отдохнуть. На следующий день к ним неожиданно пришла Эллен, но увидела Лурье спящую с Тигре. Лурье даже сказала, что хочет забрать Тигре у Эллен, и это ее разозлило. Пока Тигре спал, там внезапно появилась Валентина и встретила его. Но Тигре неосознанно сжал кое-что. Поскольку Тита направлялась туда, чтобы разбудить Тигре, Валентина немедленно ушла. Тогда девушкой, которую раньше спас Тигре, был принц или принцесса Регина. Она была замаскирована под мужчину, потому что королева, которая родила бы дочь, была бы казнена в королевстве Брюн. Поэтому Регина замаскировалась под мужчину ради безопасности королевы. Регина хочет отправиться в секретное место, которое может открыть только королевская семья, чтобы Регина могла доказать, что она королевская особа. Однако это место Артезии, резиденция Ганилона. Хоть битва и опасна, они все равно туда пойдут. С другой стороны, Феликс подготовил 5 драконов, чтобы выиграть битву с Тигре. Тем временем дворяне Ганилона узнали о местонахождении Регины, поэтому он тоже готовился к атаке. Пока войска Тигре направлялись к Артезиуму, их внезапно перехватили войска Феликса. Эллен и Лурье были вынуждены сразиться с 5 драконами. Хотя им удалось победить 3, 2 были сильнее, поэтому им пришлось нелегко. После этого обе армии решили временно отступить, чтобы отдохнуть и реорганизовать стратегию. Эллен и Лурье обсудили слабости дракона и решили снова сразиться. Тем временем Тигре сосредоточился на борьбе с армией Феликса в одиночку. Когда битва возобновилась, они уже знали, что атаки с использованием мощи их оружия не сработает против драконов. Но обычные атаки могли пробить защиту дракона, поэтому Эллен и Лурье не использовали мощь своего оружия и атаковали обычными ударами. Благодаря этому им удалось победить драконов. Но из-за поражения предыдущего дракона армии Феликса пришлось отступить первой. Тигре также воспользовался возможностью отдохнуть. Эллен пыталась разбудить его с убийственными намерениями. Почувствовав опасность, Тигре тут же проснулся и контратаковал Эллен. Затем они намеревались продолжить путь в Артезии, чтобы доказать всем жителям, что Регина была членом королевской семьи. Регина объяснила, что в подземелье города было 3 входа. Один из них находится в небольшом храме неподалеку от них. Зная это, они немедленно направились туда. Однако, прослеживая подземный путь, они внезапно встретили Феликса. В том месте произошла битва, и они сражались против Феликса, в то время как Тигре сражался там с сильным рыцарем. Когда битва стала ожесточенной, внезапно это место рухнуло. Все они решили отступить, но вместо этого рыцарь намеревался убить там Тигре. Но, к счастью, Батра спас Тигре. К сожалению, Батра погиб, потому что был поражен атакой рыцаря. Несмотря на то, что его больше нельзя было спасти, Батра был счастлив, потому что он смог защитить Тигре. В конце концов, Батра умер без всякого сожаления. Увидев это, Тигре случайно пробудил свою скрытую силу и смог выбраться из руин. Увидев, где они находятся, Эллен немедленно отвела их обратно в штаб. Придя в себя от ступора, Тигре стало очень грустно. Эллен пыталась подбодрить его. Она попросила Тигре сохранить свою личность и решимость защитить свою территорию от врагов. На следующий день премьер-министр королевства встретился с Тигре и уже знал о Регине. Затем он объяснил, что король начал приходить в себя. Также премьер-министр был убежден, что короля отравили дворяне Ганилона. Тогда он попросил Регину немедленно увидеться с королем, потому что его жизнь продлится недолго. Зная это, Тигре решил провести финальную битву с армией Феликса. В момент сражения армии Тигре удалось одержать верх. Там они встретили Феликса, и Тигре намеревался использовать свою силу, чтобы убить Феликса и всю его армию, чтобы отомстить за смерть Батры. Но Эллен остановила Тигре, когда его охватила ненависть. Пощечина сумела привести Тигре в чувство. Затем он сразился с Феликсом и использовал только одну стрелу. Благодаря силе ветра, сопровождающему его стрелу, ему удалось победить Феликса всего одним ударом. Итак, битва закончилась победой войск Тигре и победой Эллен и Лурье.
С другой стороны, Ганилон решил покинуть королевство Брюм, хотя он и был поражен навыками стрельбы из лука Тигре. Неожиданно там оказалась и Валентина, которая помогла увести Ганилона из королевства. После этого Тигре и Регину приветствовали жители столицы. Затем они направились к королю, потому что Тигре спас королевство и его дочь. Мало того, король даровал Тигре титул рыцаря Луны Лумьера. Услышав это, премьер-министр удивился, ведь получение этого звания сделает его кандидатом на пост следующего короля. После всего этого Тигре решил остаться в Зектаде и наслаждаться там мирной жизнью. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.